Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодня мы с вами поговорим, точнее я вам покажу и расскажу, какие же парфюмы я купила в подарок. При этом, конечно же, я учитывала вкусы, я знаю предпочтения. Но что интересно, по моим наблюдениям, мне кажется, что гораздо большее количество людей любят и ценят, понимают именно традиционные люксовые парфюмы, и это даже далеко не новинки. Мало кому понятна ниша, мало кому понятны селективные парфюмы, и в этом смысле такой традиционный люкс, он всегда понятен, и это всегда беспроигрышный вариант. Мои парфюмерные подарки, конечно же, я выбирала исходя из вкусов моих родных людей, но я думаю, что мои идеи пригодятся и вам. Итак, мы начинаем. И открывает сегодняшний выпуск прекрасный аромат Zen от Shiseido, его классическая традиционная версия. Парфюм был выпущен еще в 2007 году, но, как по мне, он и сейчас звучит очень актуально. По моему восприятию, он для яркой, для уверенной, для сильной женщины, возможно, не подойдет совсем такой молоденькой, мечтательной девушке, но, в принципе, это, конечно же, дело вкуса. И аромат я могу описать как цветочный, чуточку терпкий, в меру сладкий, женственный, достаточно шлейфовый. В целом прекрасный аромат, такая вечная классика. И он в одно и то же время и хрустально-звонкий, но и глубокий, и терпкий, и роскошный. Очень красивое сочетание цитрусовых, грейпфрута, бергамота, апельсина, которые соединяются в тандем с таким красивым цветочным букетом из розы, фрезии, лотоса, гиацинта, гордении, а также фиалки. Еще в пирамиде здесь есть ананас и яблочко на кедрово-пачулиевой ладановой подложке, плюс мускус, амбра и сосна. Красивый, женственный, глубокий, но при этом по цитрусовому яркий аромат с легкой цветочной сладостью. А вот следующий парфюм – это тот самый случай, когда люксовый аромат стоит достаточно бюджетно, но при этом звучит умопомрачительно. И я говорю про Lacoste Pure Femme. Тоже вечная парфюмерная классика. Очень красив, очень женственен. В нем умеренная сладость, легкая такая пудровость. При этом есть очень красивая пикантная перчинка. Красивая замшевая нота и, конечно же, цветы. И это аромат, который, мне кажется, нравится практически всем. Честно, я не слышала никогда, что кому-то этот аромат не подошел, что кому-то он неприятен. Напротив, всегда это море комплиментов. Он действительно очень универсальный. На любое время года, на любой случай. В офис отлично, также и на вечеринку пойдет хорошо, на прогулку. И всегда вы услышите множество комплиментов, когда вы в нем. В свое время это был мой любимый аромат. Моя подруга до сих пор с удовольствием им пользуется. И это любимый аромат моей мамы. Здесь цветы в легком пудровом облачке в соединении с замшей, черным перцем и сандалом. Верхние ноты – это фрезия, яблоко и черный перец. Средние ноты – это жасмин, роза, фиалка, гибискус и гелиотроп. В базе же замша, сандал, кедр, ладан и лабданум. Если вы не знаете, какой парфюм выбрать для девушки или женщины, для мамы или подруги, то вот этот парфюм, мне кажется, точно попадет в цель и точно понравится. Сегодняшняя подборка у меня не только о женских ароматах, но и о мужских. И аромат Озон от Серджио Таччини – это просто супер находка. Стоит копейки, звучит на миллион. Супер аромат. Я знаю, что у него много поклонников среди мужчин. Я знаю, что он очень нравится женщинам. Он легкий, такой цитрусовый, как будто бы в нем много воздуха, много энергии. И он также актуален и в наше время. Я знаю, что многие мужчины, которые имеют в своей коллекции какие-то дорогие ароматы, люксовые, нишу, они с удовольствием покупают и этот парфюм. И поверьте, он звучит очень достойно. Он ничуть не уступает люксовым собратьям. Здесь цитрусово-фужерно-древесное звучание с красивой нотой кардамона. Он освежает, но при этом в нем есть и глубина, и неплохой шлейф, нужно сказать. И все это, как я уже сказала, по достаточно бюджетной цене.
Здесь сочетание грейпфрута, лимона, мандарина вместе с кардамоном, а также мускатный орех, зеленый чай и жасмин. В базе же кедр, мускус, ветивер и амбра. Прекрасный мужской аромат. Если же вам по душе цитрусовые ароматы, но с ноткой сладости, где есть больше глубины, больше яркости, напора и экспрессии, больше, я бы сказала, таких испанских страстей, то хорошим выбором здесь может стать аромат от Paco Rabanne One Million. В свое время, мне кажется, этот аромат наделал много шума, он был мега популярным, им звучал буквально-таки каждый второй мужчина. Он яркий, да, в нем есть сладость, но очень такая южная, уместная. Был выпущен еще в 2008 году, но и сейчас пользуется хорошим спросом. Этот аромат, лично по моему восприятию, это такой символ 2000-х, потому что в нем и яркость, и экспрессия, и какой-то гламур, и вот он такой весь немножечко чересчур, но при этом на грани, все здесь уместно. Страсть, энергия, напор, цитрусы, сладость, чуточку терпкости, все в нем отлично сочетается. И мне нравится, как аромат играет. Вначале при нанесении первое время он такой цитрусово-свежий. И вы слышите мандарин, грейпфрут и мяту. Но потом в раскрытии он становится более глубоким, появляется некоторая сладость, яркость, терпкость. И это уже роза, корица и пряности. В базе же древесина, амбра, кожа и пачули. Прекрасный яркий мужской парфюм. Ну и завершить сегодняшний выпуск я хочу моими личными фаворитами. Для меня оба эти парфюма – это лучший мужской парфюм и это лучший женский парфюм. Возможно, вы со мной согласитесь, потому что у данных ароматов миллионная армия поклонников и поклонниц. Если мы говорим про женские ароматы, то здесь для себя я всегда выбираю и всегда покупаю себе в подарок J'adore версии L'Or. По моему мнению, возможно, тут со мной кто-то будет не согласен, но лично я считаю, что Франсис Куркуджан, он испортил данный аромат. Я не могу сказать, что он стал плох. Нет, по-прежнему это мой любимый парфюм. По-прежнему я не могу найти ему замены. Но я считаю, что предыдущие версии данного аромата были все-таки лучше. Тем не менее, и сейчас это женственность, это жидкое золото, это красота, это манкость, это сексуальность, но очень такая элегантная сексуальность. Это синоним женщины в ее самом прекрасном значении, в ее силе, в ее красоте и в любви. Очень красивый, всегда комплементарный, шлейфовый и стойкий. И он также, по моему мнению, очень универсален. Летом, зимой, осенью, весной всегда отличное звучание. Под любой образ. Это как и джинсы с белой рубашкой, так и меха, какое-то вечернее платье. Всегда очень красиво. И, повторюсь, всегда много комплиментов. И здесь ноты жасмина, фиалки, ландыша, цветка апельсина и розы. Ну а самый красивый мужской аромат для меня, и это также отличный подарок, он яркий, он красивый, он мужественный, в нем есть сила, сексуальность, напор, и также он очень универсален. Для меня он звучит просто великолепно, и я знаю от мужчин, что с этим парфюмом они получают множество комплиментов от прекрасного пола. Поэтому этот парфюм я рекомендую всем, кто не знает вкуса мужчины, кому хочется сделать парфюмерный подарок, то, скорее всего, с этим ароматом вы точно угадаете, потому что в этом смысле он очень универсален. Свежий, яркий, глубокий, цитрусово-древесно, чуточку терпкий, очень интересный, богатый, с красивой пирамидой, с красивым, дорогим звучанием. Так пахнет уверенный, состоявшийся в себе мужчина. В его верхних нотах мята, альдегиды, лимон, грейпфрут и кориандр. Средние ноты – это мускатный орех, имбирь, жасмин и дыня. В базе же ладан, кедр, амбра, сандал, а также амбервуд, пачули и лабданум. Прекрасный парфюмерный выбор. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, ваши комментарии, а также за вашу подписку. Я все это очень ценю и очень вам благодарна. Ну а я, как всегда, желаю вам хорошего дня и замечательного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!